Привет, 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 песеры, с вами Морж и вторая часть видео по стилям игроков. Первая часть вам вполне зашла, да, не без курьезных комментариев, типа меня попытались потроллить такие: о, зачем атакующему вратарю скорость и ускорение? Но мне кажется, что любой адекватный человек понимает, что если вратарь выбегает из ворот, то чем быстрее он это делает, тем как бы лучше. Но, как оказывается, в песы играют не только любые адекватные люди, некоторые еще и не особо любые и не особо адекватные, и для них это оказалось сложно. Да, хочу добавить, тоже много видел комментариев по поводу того, что игрок без стиля играет хорошо. Ребят, да, хорошо, но на матч это не приходится. По сути, я рассказываю, как должен работать игровой стиль. А вот как это работает или не работает, я иногда сказать не могу. Вы знаете, у меня есть любимый левый защитник Эрнандес из Баварии с стилем атакующий, ой, не атакующий, защищающийся защитник. Вот такая вот тавтология. И он тоже очень часто идет вперед, хотя не должен. Играет он у меня на позиции левого защитника. Но здесь вопросы не ко мне. Я пытаюсь объяснить, как должен работать каждый стиль. К сожалению, вы знаете, Konami с реализацией у них не всегда все получается. Вот точно так же и игроки без стиля. Некоторые просто стоят как бревна и тупят, а вот условный Мбаппе, который левый полузащитник со стилем атакующий полузащитник, но если ты ставишь его на центрального нападающего, вот он там показывает себя великолепно. Хотя стиль у него не работает, и он как бы играет как игрок без стиля. Так что я как бы даю бумажную информацию, к сожалению, в игре с этой бумажной информацией иногда кое-что не совпадает. Ладно, это вот такое отступление, начинаем, точнее говоря, продолжаем обсуждать игроков от полузащиты и до нападения. Итак, стиль дирижер. Это игрок, который в принципе неплохо умеет защиту и обладает прекрасным пасом. По сути, это такая классическая десятка, но на позиции центральный полузащитник и опорный полузащитник. Именно на этих позициях работает этот стиль. Я, если честно, бы всегда дирижеров ставлю именно на центрального полузащитника. То есть опорник все-таки это якорь, он должен больше уметь защиту. Хороший пас для опорника, ну, раньше, вы знаете, у нас были забросы, они работали великолепно, сейчас забросы работают не так, поэтому великолепный пас для опорника, ну, как по мне, это перебор. А вот для центрального полузащитника это очень даже хорошо. В целом, игроков, которые представляют этот стиль, вы видите на экране, это достаточно разноплановые игроки, но при этом великолепный пас. Вот что выделяет дирижера, это великолепный пас. Дальше от штрафной до штрафной, пожалуй, мой любимый стиль для центрального полузащитника, а работает он и справа, и слева, и на центральном, и на опорном. В принципе, для правого полузащитника и левого полузащитника тоже отличный стиль. Игрок, который, в принципе, закрывает все. Он и в атаку идет, и в защиту возвращается. Поэтому, если вы выбираете игрока со стилем от штрафной до штрафной, смотрите, чтобы все статы у него были более-менее в балансе. Он должен уметь не только в атаку и не только в защиту. Лучше делать его максимально сбалансированным. Дальше у нас атакующий полузащитник. Опять же, мой любимый стиль для позиции АПЗ и ОФФ. Работает он на оттянутом форварде, атакующем полузащитнике, правом, левом и центральном полузащитнике. Это игрок, который нацелен больше на атаку. Он хорошо открывается, он сам хорошо идет вперед. В защиту он обычно особо не умеет, поэтому ОФФ и АПЗ для него прекрасные позиции. При этом он обладает всегда очень даже неплохим пасом. Лучший пример атакующего полузащитника, как по мне, это Кройф. Сами знаете, Кройф имба, Кройф красавчик. Кройф в нашей игре просто великолепен. Дальше классическая десятка, мой нелюбимый стиль для полузащиты. Работает он на оттянутом форварде, атакующем полузащитнике и центральном полузащитнике. К сожалению, это максимально статичный стиль. То есть у него может быть великолепное умение атаковать, у него может быть великолепная реализация, у него может быть потрясающая скорость, но из-за стиля он стоит на поле, и его роль это принял пас, отдал пас. Все. К сожалению, многих игроков именно этим стилем и портят в нашей игре. Сейчас Роналдиньо заиграл вот реально в 23-й части по-новому, потому что ему убрали стиль классическая десятка. Он стал креативным плеймейкером. Класс 10, ну не знаю, вот Гулит у нас есть классическая десятка, потрясающий атакующий полузащитник по статам, по физике, по росту, по всему, но ему ставят классическая десятка, и он половину, грубо говоря, своих плюсов теряет. К сожалению, это так работает. Дальше у нас специалист по навесам.
Значит, что у него? У него максимально хороший, как вы понимаете по названию, собственно, пас навесом. Работает этот стиль на правом нападающем, левом нападающем, правом полузащитнике и левом полузащитнике. Такие игроки обычно не отличаются какой-то прям великолепной скоростью. Его задача пробежать по флангу и навесить в штрафную. Бекхэм, естественно, это самый такой представитель этого стиля. Идем дальше. Смещение с фланга. Значит, работает это на правом нападающем и левом нападающем, правом полузащитнике и левом полузащитнике. Это фланговые игроки, само собой, но при этом они нацелены на то, чтобы смещаться в центр, то есть создавать большее количество вариантов у вас в центре, а не навешивать. Для меня один из, в принципе, наверное, лучший стиль именно для правого нападающего и левого нападающего. Я не слишком часто навешиваю, мне как-то легче разыгрывать в штрафной. Дальше продуктивный вингер работает только на правом нападающем и левом нападающем. Это то же самое, что смещение в центр, только он в центр не смещается, так сказать. Это четко фланговый игрок, это четко игрок вот области, так сказать, возле углового флажка соперника. В принципе, обладает достаточно чаще всего неплохим пасом навесом, но при этом и в атаке как-то вам может помочь. То есть смещение с фланга идут в центр, продуктивный вингер остается на фланге. Идем дальше. Креативный плеймейкер. Это стиль, который работает на натянутом форварде, правом нападающем, левом нападающем, атакующем полузащитнике и правом и левом полузащитнике. Распасовщик, в общем, так могу описать этот стиль, это классическая десятка, которая более-менее двигается. То есть он, в принципе, тоже распасовщик, как и класс 10, но этот более-менее двигается по полю, выбирает какие-то позиции, пытается оторваться от преследования, пытается найти какую-то свободную зону, в общем, гораздо удобнее. Далее у нас нападение, да, это оттягивающийся форвард. Собственно, работает он на позиции центрального нападающего и оттягивающегося форварда. Да, вот Konami вот такие у нас, собственно, фантазеры по названиям этого всего. Описать одним предложением, в общем, такой нападающий второй линии, назовем это так. Он будет постоянно тусить где-то не за штрафной, но вот буквально по самой линии. Он обычно обладает неплохим пасом, он обычно обладает неплохим завершением, то есть он может и то, такой универсальный боец, назовем это так. Кстати, со стилем оттягивающийся форвард, как я понимаю, у нас Месси, которого подарили всем бесплатно, и я думаю, многие из вас уже видели, как это работает в нашей игре. Дальше Таран работает только на позиции центрального нападающего, чаще всего это игрок с очень большими габаритами и хорошим корпусом. Его цель вообще, как обычно, оттолкнуть соперника и завершить. Либо получить мяч за счет корпуса, удержать соперника и отдать передачу. Чаще всего у таранов достаточно неплохой пас. Но я редко использую этих игроков, они крайне медленные. То есть быстрых таранов в нашей игре я бы и не назвал вот так вот чисто по памяти. Дальше у нас Лис у ворот, тоже работает только на центральном нападающем. Игрок, который должен вставлять ногу. Вот Инзаги, пожалуй, лучший пример такого игрока, но если брать реальную жизнь. Это чаще всего достаточно ловкий форвард, хотя бывают и достаточно крупные, там условный у нас Ван Бастен был Лисом у ворот. За счет хорошего умения атаковать и дичайшей реализации выскочить из-за спины соперника, вставить ногу и, собственно, забить гол. Используя таких игроков? Да не особо, если честно. Если я не ошибаюсь, вот сейчас Ромарио у нас вроде как Лис у ворот. Я не хочу сейчас просто сверяться, но, по-моему, Ромарио сейчас как раз Лис у ворот. И он чисто за счет своей ловкости вытаскивает просто неимоверно. Дальше у нас отвлекающий. Это работает на центральном нападающем, оттянутом форварде и атакующем полузащитнике. Цель отвлекающего — делать какие-то маневры в штрафной, чтобы растягивать защиту. То есть, по сути, его цель не завершение. По сути, его цель растянуть защиту для того, чтобы забивал кто-то другой. Достаточно редко такой стиль у нас у игроков. Вот, я его тоже особо не использую. Ну, вам, возможно, это дело зайдет. Ну и последний стиль игры в нашем eFootball 2023 мобайл, не мобайл, консоли ПК, потому что у нас все одинаковые. Это, конечно, охотник за голами, работает он только на центральном нападающем, и это мой любимый стиль для центрального нападающего. По сути, он открывается на передаче, он завершает из-за спины, он выходит на навесы. Короче, это вот все остальное, то, что у нас было, но только в одном стиле. Самый простой, самый примитивный,
легче всего играется, и поэтому, наверное, один из самых любимых стилей для центрального нападающего не только у меня, а у многих игроков в eFootball. Вот такой вот гайдик по стилям я, ребят, вам записал. Спасибо огромное за поддержку. Какие-то вопросы есть, пишите в комментарии. Смотрите в описании и закрепленном комментарии ссылки на полезные ресурсы. Ну и завтра будет завтра четверг у нас, да, уже? Вроде как, если я не ошибаюсь. Да, завтра у нас уже четверг. Посмотрим, что там будет по эпикам. Я вангую, что будет Барселона. Ну, тут либо Барселона, либо Арсенал. Но мне кажется, что будет Барселона. На этом прощаюсь. Надеюсь, видео было полезно. С вами был Морж. До новых встреч. Пока. Пока.